Глава 771. Битва на границе. Часть 5. Культиватор с барьером радужного света явно специализировался на блокировке духовых методов. Несмотря на такую мощную атаку, его световой барьер даже не дрогнул. Лун Хань обрадовался при виде этого. Тысячи культиваторов, активировавших защитную формацию, были элитными учениками из Альянса 9 наций. Судя по тому, как они умело установили защитную формацию, Вэйвуэ не преувеличил их навыки. Увидев, что атака не оказала никакого эффекта, выражение морщинистого старика стало мрачным, но он тут же отдал приказ о новой атаке. Следующая волна атак отличалась от предыдущей. В небе появились огненные вороны и полупрозрачные ледяные питоны. Разумеется, из-за того, что эта атака была сложнее, подготовка к ней заняла больше времени. В этот момент в армии культиватора произошли изменения, из барьера вырвалось подразделение культиваторов в зеленой одежде. Они мгновенно выпустили из своих сумок для хранения несколько десятков демонических зверей по вспышке радужного света. Трое из них выглядели довольно необычными. Среди них были драконовидная лошадь с рогом на голове и сверкающими по всему телу белым светом чешуйками, двуглавый демонический лев с рыбным запахом и зеленым мехом, и самый страшный из них — 15-метровый ядовитый скорпион с панцирем малинового цвета и угольно-черным жалом. Эти демонические звери были самыми мощными и старательно выращенными духовными зверями секты контроля над призраками. Как только они высвободились, они тут же метнулись на гигантских зверей и трансформированных духовных зверей. На какое-то время завязалась хаотическая битва. Хотя только 3 главных духовных зверей могли противостоять одному гигантскому зверю, у них было преимущество в количестве. Кроме того, они были хорошо обучены. Они могли вместе блокировать атаку гигантских зверей и даже одержали верх в битве. Как только демонские звери были высвобождены, несколько тысяч культиваторов поднялись на небо. Они представляли собой 5 дивизионов культиваторов с различными магическими инструментами и собирались атаковать армию воинов-заклинателей. Нынешняя волна духовных техник, которые использовали воины-заклинатели, была гораздо более жестче, чем предыдущая. Вот почему культиваторы не могли спокойно ждать, пока противники закончат свою атаку. Они непрерывно контратаковали их своими магическими инструментами, пытаясь ослабить защитную формацию мауланей. Лицо морщинистого старика стало мрачным, и, холодно фыркнув, он отдал приказ, чтобы большее количество воинов-заклинателей поднялось в небо и вовлекло культиваторов в бой. В небе вспыхнул жестокий обмен духовными приемами, магическими инструментами и сокровищами. В мощном противостоянии несколько сотен защитных магических инструментов взорвались от вражеских атак, падая вниз, но и собственные магические инструменты мауланей падали с небес. Однако за время этой схватки армия воинов-заклинателей уже закончила подготовку к следующему заклинанию. Несколько десятков огневых воронов и ледяных питонов атаковали армию культиваторов, словно были живыми. В тот момент, когда маулани обрушили на культиваторов свои техники, культиваторы также подготовили оборону. Атаки еще не успели их достигнуть, как бесчисленное количество магических инструментов и сокровищ вылетело в небо и поразило большинство огненных воронов и ледяных питонов. Те вороны и питоны, что смогли пройти сквозь шквал атак культиваторов, были полностью заблокированы радужным световым барьером радуги, не причинив ему долговременного ущерба, но дало несколько трещин. Лун Хань нахмурился при виде этого. Похоже, что защитная формация Альянса 9 наций не могла полностью блокировать более мощные духовные техники. Глубоко вдохнув, он отдал приказ, чтобы армия культиваторов продвигалась к воинам-заклинателям под защитой радужного барьера. В этот же момент множество культиваторов вынуло свои магические инструменты и сокровища, чтобы использовать их для защиты. Затем они стали активировать магические инструменты и сокровища с помощью различных заклинаний, в результате чего те стали ярко сверкать, будто их готовили к атаке. Глаза морщинистого старика засверкали холодным светом. Он знал, что культиваторы берут на себя инициативу в атаке, чтобы прервать техники его воинов, и им это почти удалось. Из-за этого он отдал приказ своей армии покинуть защитный барьер и медленно продвигаться вперед. Расстояние между обеими сторонами стало быстро уменьшаться. Когда армии оказались на расстоянии в 300 метров друг от друга, они уже могли видеть лица своих врагов. Внезапно 7 белых нефритовых талисманов покинуть ряды культиваторов, каждый талисман был послан гордым стариком секты Кричащего Феникса. Как только нефритовые талисманы были активированы, они тут же выстрелили в ряды воинов заклинаний в виде полосок белого света и стали вращаться на высоте около 100 метров, а затем раскрыли свою истинную форму. Они сжимались и раздувались, высвобождали мощный грохот. Каждый из 7 талисманов разбился и превратился в ослепительную шаровую молнию. В следующее мгновение они стали увеличиваться в размерах до 30 метров в диаметре.
Воины-заклинатели в ужасе взглянули на них. Нехорошо. Это древний талисман. Морщинистый старик потерял самообладание при виде этого и испугался. Прежде чем он смог отреагировать, 7 пылающих шаровых молний взорвались практически одна за другой. Электрические разряды мгновенно окутали воинов-заклинателей. Остальные культиваторы, похоже, восприняли это как сигнал. Вслед за взрывом шаровых молний небо заполнили разноцветные вспышки света. По небу прокатились раскаты грома. «Кажется, снаружи довольно оживленно», — пробормотал Ханли. В этот момент он в полном спокойствии смотрел на малиновый барьер перед собой. С тех пор, как он понял, что маулани планируют их заманить в ловушку, беспокойство Ханли исчезло бесследно. Маулани были полностью уверены в своем плане, в то время как Ханли был полностью уверен в том, что сможет развеять этот барьер. Однако он продолжал быть осторожным. Хотя Ханли желал сражаться с мауланями, но он не хотел становиться пушечным мясом и умереть бессмысленной смертью посреди хаотичной битвы. В конце концов, это была война между армиями культиваторов, а не поединок 1 на 1. Если бы его кто-то заметил из культиваторов зарождающейся души, его бы тут же вовлекли в битву или его бы встретила атака сотен воинов-заклинателей. Это было бы очень опасно, даже несмотря на его молниеносное движение. Безопаснее было появиться, когда начнутся одиночные бои высококоранговых культиваторов. Конечно, даже без этого кровавого барьера у Ханли были другие способы ускользнуть из опасной ситуации. Находясь в этом барьере, он чувствовал мощные вибрации. Это был знак того, что одиночные бои вот-вот начнутся. Хотя он и не знал, что вызвало такую удивительную атаку, он знал, что сторона, принимающая эту атаку, понесет большие повреждения. Подумав об этом, Ханли глубоко вздохнул и покачал головой, а затем стал исследовать кровавый барьер. Кровавый барьер был действительно странным. Духовное чутье Ханли не могло проникнуть в него никоим образом. Хотя было очевидно, что он был техникой дьявольского да. Ханли сильно заинтересовало то, что его божественная дьявольская молния никак не повлияла на этот барьер. Немного раньше Ханли осматривал кровавый барьер с помощью глаз духовного прозрения, но даже с их помощью не смог ничего увидеть. Однако это ничуть не волновало Ханли, поскольку снаружи развернулась грандиозная битва. Находясь внутри, у Ханли было достаточно времени, чтобы изучить барьер. Ханли открыл рот и выплюнул маленький лазурный меч. Обладая его духовным чувством, он превратил его в длинную полоску света и яростно ударил по барьеру. Летающий меч глухо врезался в стену барьера и отскочил назад на 3 метра. Ханли не был удивлен, а вместо этого достал угольно-черный предмет. Это было магическое сокровище, гора 1000 падений. Он подбросил ее в воздух и сделал рукой жест заклинания. Гора вспыхнула черным светом, яростно задрожала и ударила по стене барьера. Раздался мощный грохот, а черный свет переплелся с малиновым, но гора также в итоге отскочила от барьера. На лице Ханли появился шок. Он схватил себя за подбородок и стал усердно размышлять над этим. Вскоре он снова указал маленькую гору, и сокровище улетело в центр кровавого барьера. Затем, пробормотав заклинание, маленькая гора засветилась черным светом и стала быстро расширяться. Через мгновение она стала более 200 метров в высоту и прижалась к верхней и нижней части барьера. Не желая останавливаться, Ханли поднял руки и снова сделал жест заклинания, заставляя ее увеличиваться с еще большей скоростью. В следующее мгновение гора выросла до 300 метров, продолжая сверкать черным светом. Казалось, что это огромный столб, крепко поддерживающий малиновый барьер. Вскоре гора стала растягивать барьер сверху, что сопровождалось сильными колебаниями барьера. Ханли обрадовался, увидев это, и поспешно распространил духовную силу по своему телу. Продолжая увеличивать горы, ее рост постепенно замедлился, поскольку кровавый барьер заблокировал ее от дальнейшего расширения. Ханли прекратил создавать жесты заклинания и уставился в верхнюю часть кровавого барьера, прищурив глаза. Казалось, что использование горы 1000 падений не сработает, чтобы разрушить барьер. Он должен был попытаться сломать барьер с помощью небесно-ледяного пламени и высшего фиолетового пламени. Глава 772. Битва на границе. Часть 6. Ханли взмахнул рукой на огромную гору, и она тут же уменьшилась до размера в несколько дюймов и вернулась к нему в рукав. Кровавый барьер в следующее мгновение вернулся к своей первоначальной форме. Ханли повернулся и вытянул палец. На кончике пальца послышался треск, и вслед за этим там появился бледно-голубой шар размером с орех. В следующее мгновение Ханли крикнул «Вперед!», послав огненный шар к дальней стене.
Мгновенно синее пламя взорвалось и покрыло внутренний слой барьера инеем, превратив его в зимнее царство. Было так холодно, что даже дыхание заледенело. Как только ледяное пламя покрыло барьер, Хань Ли прижал к нему руку и пронзил слой льда своим лазурным мечом Ци. Лед вокруг его руки разбился, и осколки разлетелись в разные стороны. Выражение лица Хань Ли стало мрачным. Участок барьера, где он ударил по льду, был абсолютно невредимым. Оказалось, что барьер на самом деле не был заморожен, а лишь покрылся слоем инея. Кровавая Ци все еще циркулировала по нему. Хань Ли задумался на мгновение, а затем на его руке появился пурпурный уголек. В следующее мгновение он прижал его к кровавому барьеру. Разница в силе между небесным ледяным пламенем и высшим фиолетовым пламенем была очевидна. Как только пурпурный огонь коснулся стены, кровавый туман, выступающий из барьера, мгновенно затвердел и начал переливаться фиолетовым светом. С улыбкой на лице Хань Ли стал управлять высшим фиолетовым пламенем и сосредоточил свою мощь на небольшой части барьера. Затем он открыл рот и выплюнул молнию золотой, вслед за этим послышался гром. Как только молния ударила по барьеру, вспыхнул золотой свет, оставив на нем множество мелких трещин. Однако в следующее мгновение барьер задрожал, а трещины затянулись. Хань Ли был ошеломлен. Кровавый барьер очень напоминал техники призрачного Да и даже был способен к самовосстановлению. Неудивительно, что маулани были настолько уверены в этой формации, поскольку даже высшее фиолетовое пламя было не способно разрушить его. Это было отличным способом захватить культиваторов на стадии зарождающейся души. Встревожившись, Хань Ли похлопал по своей сумке для хранения и вынул жемчужину размером с большой палец. Это была одна из его новых техник. С тех пор, как он создал ее, у него не было возможности ее опробовать. Не имея другого способа понять, что происходит снаружи, кроме раскатов грома, Хань Ли решил, что битва все еще находится на начальной стадии. Кроме того, если бы он слишком задержался в побеге из барьера, то армия культиваторов могла уже потерпеть поражение, оставив его в окружении армии мауланей. Каким бы исключительным он ни был, он не смог бы спастись в этой ситуации. Вот почему он решил использовать этот молниеносный шар, чтобы разбить кровавый барьер. С приглушенным раскатом грома золотой шарик яростно врезался в потолок барьера, мощно встряхнул весь купол. На лице Хань Ли появилось удивление, мощь этой молнии превзошла все его ожидания. Только подумав об этом, все его тело засветилось ярким лазурным светом, и он метнулся вверх. Удар от молнии мог легко пробить маленькое отверстие в кровавом барьере, поэтому Хань Ли тут же поспешил к нему. Отверстие быстро закрылось, но Хань Ли успел проскочить вовремя. Он был вне себя от радости. Молния, созданная из пурпурного пламени и пламени лазурной лампы, с легкостью смогла пробить такой прочный барьер. Без этой молнии ему оставалось только использовать своих золотых прожорливых жуков или кровавый дьявольский меч. Хотя золотые прожорливые жуки могли сожрать все, что угодно, на поедание барьера все еще понадобилось бы время, а последствия использования кровавого дьявольского меча были слишком сильными, чтобы использовать его так легкомысленно. То, что безымянная молниеносная жемчужина смогла пробить кровавый барьер, стало для него большим сюрпризом. Казалось, что высшее фиолетовое пламя не смогло разрушить кровавый барьер, потому что по своей природе оно было рождено ледяным элементом, в отличие от пламени лазурной лампы, что обладало истинным огненным элементом. Вылетев из барьера, прежде чем Хань Ли смог что-либо разглядеть и понять, что происходит, он множество тревожных криков. Затем послышалась серия взрыв, грохот и рев со всех сторон. Хань Ли удивленно взглянул на происходящее. В тот момент он уже был окружен 10 воинами-заклинателями. К счастью, он быстро разглядел, что уровень их культивации невысоким. Только 2 воина-заклинателя были на стадии формирования ядра, а остальные были на стадии заложения основ. Все они держались в руках флаги формации и готовились к атаке духовной техники. Но когда Хань Ли вышел из кровавого барьера, он появился прямо перед ними. Хань Ли проигнорировал их и осмотрелся по сторонам. Он почувствовал, как его дыхание заледенело. Местность вокруг него, будь то небо или земля, была плотно заполнена духовным светом и аурой сокровищ, не говоря уже о непрекращающихся взрывах вдали и поблизости. Культиваторы и воины-заклинатели с обеих сторон были вовлечены в бой. В этот момент Хань Ли не смог увидеть, какая сторона выигрывала, и он повернулся, холодно взглянув на воинов-заклинателей рядом с ним. При виде вышедшего из кровавого барьера, Хань Ли воины-заклинатели были ошарашены. Нехорошо. Он — культиватор зарождающейся души. Призовите великих мудрецов. Один из культиваторов формирования ядра первым пришел в себя. Прокричав это, он выплюнул изо рта зеленую саблю и улетел от Хань Ли в виде полоски зеленого света.
Когда другие воины, заклинатели, услышали его, они также пришли в себя от шока. Другой культиватор формирования ядра выпустил огненно-красный трезубец и поднял руку, посылая в небо талисман передачи голоса. Воины-заклинатели стадии заложения основ подняли флаги формации в своих руках и стали произносить заклинания. С вершин флагов вырвалось более 10 полос света, образуя море пламени вокруг Ханьли. Ханьли сильно удивился, что воины-заклинатели решили задержать, а не бросились в бегство. Однако на его лице появился след желания убивать, его тело засверкало лазурным светом, а из его рукавов вылетело несколько десятков лазурных облачных бамбуковых мечей. Он сделал жест заклинания рукой, и каждый из мечей слегка дрогнул, рассыпавшись на несколько копий мечей. Мечицы, окружившие его, мгновенно взлетели с поразительным давлением. Когда два культиватора формирования ядра увидели это, они очень встревожились, но они приказали своим магическим сокровищам продолжать атаку. Ханьли холодно улыбнулся и небрежно щелкнул двумя пальцами, посылая несколько мечей заблокировать летающую саблю и трезубец. В яркой вспышке лазурного света два магических сокровища были полностью подавлены мечом и жалобно завопили, когда их духовный свет стал сжиматься. Море пламени вокруг Ханьли тут же рассеялось, соприкоснувшись с мечами. Поскольку у Ханьли не было времени играть с этими воинами-заклинателями, он не собирался сдерживаться. С одной командой сотни полос света метнулись в направлении каждого из воинов, окруживших его. Несмотря на то, что воины заложения основ создали формации, пытаясь заблокировать атаку, они были полностью уничтожены. Когда воины-заклинатели формирования ядра увидели приближающуюся атаку, их лица побледнели. Они не обладали ни мужеством, ни безрассудством, чтобы получить такую мощную атаку, и поспешно скрылись в полосах света. В глазах Ханьли при виде этого появился холодный блеск. Он сделал жест заклинания руками, и два летающих меча последовали за ними. Не успели два воина формирования ядра отлететь на 50 метров, как мечи уже достигли их. Несмотря на все свои старания защитить себя и использование различных защитных техник, лазурный свет мгновенно разрушил все, что их защищало. Они не успели даже издать последний крик до того, как их тела превратились в ничто. Когда Ханьли убил их, под собой он вдруг услышал дикий рев, за которым последовал ослепительный желтый свет, быстро приближающийся к нему. Ханьли мгновенно развернул свои грозовые крылья и исчез по вспышке серебряного света. Желтый силуэт при виде этого невольно замедлился, являя безбородого старика в желтой одежде. На его лице была не только ярость, но и недоумение. Это был мауланский мудрец, который сражался против культиватора зарождающейся души небесного южного региона, внезапно получил передачу голоса от члена своего клана. Он немедленно вышел из боя и быстро отправился к отправителю сообщения, по прибытию застав сцену их уничтожения. Один из них был его учеником, другой его собственным племянником. Однако Ханьли быстро исчез из его поля зрения. Встревоженный увиденным, он быстро вспомнил о жутком культиваторе небесного южного региона и с трудом подавил свой гнев, чтобы проверить местность вокруг себя своим духовым чутьем. В следующий момент за ним вспыхнул серебряный свет, и Ханьли снова появился. «Умри!» Почувствовав Ханьли, старик быстро повернулся и поднял руку, выпустив кубическое магическое сокровище в сторону Ханьли. В полете куб засветился желтым светом, мгновенно превратившись в огромный, свистевший в воздухе кирпич более 40 метров в длину. Глава 773. Битва на границе. Часть 7. С невозмутимым лицом Ханьли поднял руку, выпустив синий свет из рукава. В мгновение ока свет расширился, превратившись в огромный щит, который заблокировал удар огромного кирпича. Бабах! Кирпич врезался в щит, зависнув в воздухе. Между ними ярко сверкал желтый и синий свет. Ханьли вдруг увидел, что щит наклонился в его сторону и спокойно указал на него, и щит внезапно остановился по вспышке синего света. Затем огромный кирпич облетел вокруг щита и врезался в Ханьли. Ханьли холодно улыбнулся и снова исчез по вспышке серебряного света. Старик в желтом встревожился при виде этого и, не задумываясь, поднял руку, вызвав маленький фиолетовый флаг. Он быстро превратилось в пурпурное облако, окружившее его тело. В тот же момент старик услышал гром слева от себя. Как только Ханьли появился, он открыл рот и плюнул маленьким мечом в сторону пурпурного облака. Через мгновение на мече появился слой яркого синего пламени. При виде синего пламени на мече старик пришел в ужас и попытался увернуться от меча. Но вопреки его ожиданиям, позади него внезапно появилась женщина, словно она знала, куда он уклонится. Она подняла руку и выпустила лазурный шар, который поразил воина-заклинателя как заряд молнии. Женщина появилась словно призрак. Казалось, что Ханьли скоординировал с этой женщиной свою атаку.
Хотя старик и понимал, что происходит, но он не мог увернуться на таком коротком расстоянии. Единственный выход был в том, чтобы погрузить всю свою магическую силу в пурпурное облако, покрывающее его тело, хотя он и был слабо уверен в сокровище, которое сформировалось из преобразованного фиолетового облака. Когда золотой и лазурный свет столкнулись, раздался мощный взрыв. В моменты столкновения пурпурное облако смялось, а старик получил серьезные повреждения. Половина его тела исчезла, а оставшаяся половина была охвачена лазурным пламенем. Лицо старика исказилось от ярости, тревоги и неверия тому, что произошло, но он подавил обиду и стиснул зубы. С грохотом обгорелое тело старика вспыхнуло полоской желтого света, обнажив зарождающуюся душу размером в дюйм с лицом старика. Видя, что дела его плохи, старик решился покинуть свое тело в виде зарождающейся души. Однако Хань Ли уже предвидел это. Как только зарождающаяся душа старика попыталась бежать, он исчез во вспышке серебряного света и заблокировал путь к побегу зарождающейся души. Он вызвал золотую сеть по взмаху руки, и она тут же с раскатом грома вырвалась у него из рукава. За ней последовал маленький меч, покрытый голубым пламенем. Зарождающаяся душа пришла в ужас при виде Хань Ли и в панике выплюнула дюймовую чашу. Сверкающая серебряная чаша рванулась навстречу золотой сети, и, как только они столкнулись, зарождающаяся душа старика заставила ее взорваться с помощью заклинания. Осколки чаши засверкали серебряным светом и выстрелили в молниеносную сеть, слегка колыхнув ее при ударе. В этот момент зарождающаяся душа использовала технику мгновенного движения. По вспышке желтого света зарождающаяся душа исчезла без следа и появилась на расстоянии 100 метров, а затем исчезла вновь золотая сеть опоздала, что позволило добыче убежать. Хань Ли нахмурился и взглянул в том направлении, куда сбежала зарождающаяся душа старика, очевидно, не собираясь ее догонять. Такая мудрость и решительность в характере встречается редко. Чтобы спасти свою жизнь, он фактически уничтожил свое личное магическое сокровище. Внезапно появилась женщина в белом с сумкой для хранения старика в руке. Хань Ли мрачно фыркнул. Ему просто повезло. Воин-заклинатель был с ним наравне, несмотря на его грозовые крылья и небесное ледяное пламя. Казалось, что убить высокорангового воина-заклинателя было сложнее, чем он думал. Хань Ли взглянул на серебряную луну и сказал: «Несмотря на это, кажется, что твоя техника движения стала намного мощнее, чем раньше. Ты даже можешь скрывать себя на небольшом расстоянии». Серебряная луна улыбнулась. Четырехглазая лиса действительно искусна в технике маскировки. Благодаря моим недавним достижениям я могу легко атаковать их, учитывая, что мастер отвлекает их внимание. Хорошо. Равнодушно кивнул Хань Ли. Хотя серебряная луна была всего лишь его духом артефакта, она также была единственным существом, который знал секрет его маленькой бутылки. Однако он почувствовал, как завеса тайны окутала ее. Перекинувшись еще парой фраз с серебряной луной, Хань Ли повернул голову в направлении полной битвы. Перед ним предстал хаос. На большой высоте в небе сражалось 6 культиваторов на поздней стадии зарождающейся души. Исключая их, было еще 3 поля битвы. Одним из них были мелкие стычки, культиваторы и воины-заклинатели объединялись в группы разного размера от нескольких десятков до тысячи и сражались друг с другом на близком расстоянии. И культиваторы, и воины-заклинатели были очень искусны в боях по группам. В результате они были намного сильнее, чем поодиночке, и бой зашел в тупик. Кроме того, были и сражения, где несколько человек противостояло толпе врагов. Эти культиваторы и воины-заклинатели обладали превосходным уровнем культивации. Эти сражения были гораздо более опаснее, чем групповые сражения, поскольку единственная ошибка могла привести к смерти как тела, так и души. Наконец, были те, кто обладал непостижимой техникой и сокровищами, сражаясь один на один. Наиболее привлекающим внимание было крупное облако черного тумана, зависшее в воздухе, из которого доносились вопли. Любой воин-заклинатель, попавший в туман, тут же замертво падал с неба. С момента появления этого тумана воины-заклинатели старались держаться подальше от этого облака. За призрачным туманом было несколько бесстрашных воинов-заклинателей, которые непрерывно атаковали его с помощью техник заклинаний ветра, молнии и магических сокровищ. Каждый удар, казалось, рассеивал небольшую часть тумана. Однако внутри тумана были культиваторы, которые размахивали магическими флагами, вызывая еще больше тумана. В результате у воинов-заклинателей не было хорошего плана, чтобы уничтожить туман. В другом районе дюжина культиваторов стадии зарождающейся души сражалась с каменным гигантом высотой 300 метров. Казалось, что он сделан из обычного камня, но его фигура была настолько большой, что вниз падали камни каждый раз, как он двигался своим телом. Эти культиваторы боялись атаки гиганта, даже находясь в защитной формации. Кроме того, на голове и плечах гиганта было несколько воинов заклинаний. Они помогали ему своими собственными магическими сокровищами.
Было также несколько культиваторов и воинов-заклинателей, которые участвовали в битве, используя высокоранговые магические сокровища, каждый из которых обладал силой, намного превосходящей обычные древние сокровища. Эти сокровища, охранявшие секту и племя, значительно расширяли горизонты Хань Ли. Хотя Хань Ли вышел из кровавого барьера, он не вступал в бой, а лишь наблюдал за близлежащими схватками. Он был примерно в километре от ближайших сражений, но, несмотря на это, два мауланских мудреца вышли из боя и устремились к Хань Ли. Видя, как Хань Ли безжалостно победил другого воина-заклинателя их ранга в одно мгновение, они не были уверены в победе. Тем не менее, они не могли позволить этому культиватору зарождающейся души освободиться, иначе он нанесет слишком большой урон. Вперед! Хань Ли холодно приказал Серебряной Луне. Сказав это, он полетел к соседнему кровавому барьеру. При виде этого Серебряная Луна улыбнулась и последовала за ним. Лазурная полоска света появилась над кроваво-красным барьером и вскоре была поражена молнией. После этого Хань Ли снова исчез и появился перед другим кровавым барьером. Хань Ли планировал освободить других культиваторов зарождающейся души, прежде чем предпринимать что-либо. Раздался громкий взрыв, и из щели в кровавом барьере вылетела полоска алого света. Со смехом освободившийся человек сказал: «Я, рассеянная душа, не знаю, как тебя благодарить за твою помощь». Алый свет исчез, раскрывая культиватора в серой мантии. Даосист рассеянная душа. Хань Ли был слегка удивлен, увидев, что это был первый человек, которого он спас. «Господин, задержите тех двоих, пока я буду спасать остальных», быстро проговорив Хань Ли, не давая культиватору опомниться. «А, это господин Хань. Твою доброту не покрыть словами, поэтому позволь мне разобраться с ними». Культиватор в серой мантии сначала удивился при виде Хань Ли, но тут же согласился. Сверкнув полоской белого света, он направился к мауланским мудрецам. Когда Хань Ли увидел это своим духовным чутьем, он внутренне улыбнулся и быстро подлетел к другому кровавому барьеру. По взмаху руки появился другой лазурный свет. В этот момент произошло нечто неожиданное. Верх кровавого барьера вспыхнул серым светом, обнажив большого человека в расшитой одежде. Он посмотрел на внезапно появившуюся молнию с торжественным выражением на лице. Хань Ли был в шоке. Как этот человек мог скрывать себя так тщательно? Пронесшись мимо этого человека, Хань Ли невольно почувствовал тревогу. Глава 774. Битва на границе. Часть 8. С помощью своего духовного чутья Хань Ли обнаружил, что крупный мужчина в расшитой мантии была на поздней стадии зарождающейся души. Это был божественный мудрец Мауланий. Но разве у Мауланий не три божественных мудреца? Прежде чем Хань Ли смог прийти в себя от шока, крупный мужчина в расшитой мантии схватил воздух в направлении падающей молнии. В тревоге Хань Ли поспешно указал на бусину молнии и заставил ее изменить направление, но было уже слишком поздно. Внезапно появившаяся огромная лазурная рука схватила ее, крепко удерживая на месте. Хань Ли поднял бровь и мгновенно сделал руками жест заклинания, взорвав ограничение молнии. Золотой и лазурный свет переплелись между собой в момент взрыва, рассеивая и себя, и лазурную руку. Крупный мужчина в расшитой мантии холодно фыркнул, но его выражение лица тут же пришло в норму. Хань Ли не двигался с места, молча глядя на него. Крупный мужчина в расшитой одежде вдруг спросил: «Ты Хань Ли, культиватор, который владеет золотым молниеносным бамбуком?» Вместо ответа Хань Ли спросил: «У Мауланий только три божественных мудреца. Кто ты такой?» Крупный мужчина в расшитой одежде сказал равнодушным тоном: «Хорошо. Раз ты знаешь, что я божественный мудрец, и при этом можешь сохранять спокойствие, то да, я четвертый божественный мудрец Мауланий Тяньчжун. Четвертый божественный мудрец Мауланий. Я впервые слышу об этом. Судя по всему, рука твоего воплощения не может сдержать бусину молнии. Похоже, ты недавно вошел в стадию зарождающейся души, и тебе только предстоит закрепить уровень своей культивации», проговорил Хань Ли, спокойно уставившись на Тяньчжуна. В тот же момент он приказал своим световым мечам собраться вместе для защиты его тела. «Это правда, что я вышел на позднюю стадию зарождающейся души всего несколько лет, но неужели ты думаешь, что ты мне ровня? Твой высокомерие не знает границ», усмехнулся Тяньчжун. «Было бы так, будь он один, но я тоже здесь». Внезапно послышался женский голос, а Хань Ли обрадовался, услышав его. «Кто ты?» — удивился воин-заклинатель. «Не ожидала, что с тех пор, как мы виделись 100 лет назад, ты действительно продвинешься к поздней стадии зарождающейся души. Ты меня очень удивил. Давай посмотрим, насколько выросли твои способности за это время». Как только эти слова затихли, вспыхнул белый свет, являя красавицу в красном халате. Она холодно смотрела на Тяньчжуна.
При виде нее выражение Тянь-Чжуна дрогнуло. «Значит, это ты, леди Фен. Пришла сюда в одиночку. Ты не боишься, что с Лун Ханем что-то может случиться? Ты всегда сражалась вместе с мужем. Не беспокойся, мой муж под защитой более 1000 культиваторов. Даже если бы вы, божественные мудрецы, лично напали на него, вы не смогли бы прикоснуться к нему. Вот почему я пришла, чтобы проверить способности 4-го божественного мудреца. Господин Хань, продолжай спасать остальных». Сказав это, он взмахнула рукой и вытянула пальцы, призвав на ладонь бутылку с кристаллическим пламенем. Еще до того, как она активировала свою технику, бутылка засияла красным светом, а внутри нее расцвело бушующее пламя. Бутылка огненного духа. На лице Тянь-Чжуна появилось серьезное выражение. Хань Ли, между тем, улетел, как только услышал ее. Тянь-Чжун с серьезным выражением на лице подбросил в воздух сумку для хранения духовного зверя. По вспышке радужного света из нее высвободилась пара 2 крылатых зверей. У них было тело лазурного орла и голова тигра. Небесные тигры. Хань Ли был встревожен внешностью зверей и невольно вскрикнул от удивления. Это был чрезвычайно редкий летающий зверь, обитающий в долине Мауланей. Он был способен использовать магические приемы как ветра, так и земли, и с ним было невероятно трудно справиться. Хотя оба зверя были только на поздней стадии формирования ядра, их нельзя было недооценивать. В этот момент 2 небесных тигра взревели, расправляя крылья. По вспышке лазурного света они исчезли и снова появились рядом с Хань Ли, глядя на него как на добычу. В этот момент свет вокруг его тела исчез, и он внезапно остановился. «Мгновенное перемещение!» — прокричал Хань Ли. Он давно слышал о демонических животных, способных к мгновенному перемещению, но не ожидал, что это окажется правдой. Сбежать от этих 2 зверей будет непросто. Тянь-Чжун не ограничился на этих 2 демонических зверях. В мгновение ока он создал своего двойника, который последовал за тиграми. Единственное отличие двойника от настоящего было в том, что двойник светился ярким светом и выглядел как полупрозрачное изображение. «Внешнее воплощение!» — крикнула леди Фен со странным выражением на лице. Неудивительно, что он был способен на внешнее воплощение, но раньше она не видела ничего подобного. Лазурный двойник быстро выстрелил в сторону Хань Ли без каких-либо препятствий со стороны леди Фен. В тот момент она была полностью занята Тянь-Чжуном. Выплюнув сверкающее радужное колесо, Тянь-Чжун сказал: «Таким образом, я смогу должным образом проверить силу вас обоих». С этими словами он указал на радужное колесо, заставив его пролететь над ним, образуя радужный туман вокруг леди Фен. При виде этого она торжественно активировала бутылку огненного духа заклинанием. Бутылка задрожала, а затем вспыхнула внутри, испустив множество нитей бушующего пламени. Это пламя выглядело так, будто оно было живым. В один момент они рассеивались, а в другой они были вместе. Но затем пламя взвелось, превратившись в нескольких огромных багровых змей, которые метнулись в направлении радужного тумана. Услышав взрыв поблизости, Хань Ли сразу понял, что Тянь-Чжун и леди Фен уже начали сражаться, но он не мог оглянуться. Он уставился на 2 небесных тигров и лазурного двойника. Не победив их, он не мог освободить других культиваторов. Поскольку эти 2 были перед ним, казалось, что их не волнует, что происходит на поле боя. Подумав об этом, он дал несколько молниеносных бусин Серебряной Луне, поскольку она могла ускользнуть, чтобы освободить других культиваторов, но сейчас у них не было никакой возможности осуществить это. Ему придется сначала победить 3 противников, а затем думать обо всем остальном. С этой мыслью Хань Ли выпустил рой сверкающих золотых прожорливых жуков из своей собственной сумки для хранения. Они образовали большое вращающееся облако над ним. Хань Ли сделал жест заклинания руками и исчез в этом облаке. Затем с громким жужжанием изнутри несколько раз вспыхнул лазурный свет, разбивая золотой рой на 3 части, каждая из которых устремилась к своему врагу. Золотые прожорливые жуки. Будь они полностью эволюционировавшими, их еще можно было бояться, сказал лазурный двойник Тянь-Чжуна. Небесные тигры расправили свои крылья при виде золотых прожорливых жуков и отлетели от них на несколько метров со страхом в глазах. В этот момент лазурный двойник открыл рот, выпустив 3 луча света толщиной с чашу в направлении каждой группы золотых прожорливых жуков. Постепенно каждый лазурный световой луч становился все темнее. В результате он даже стал казаться на несколько дюймов короче. 3 луча света очень быстро и точно поразили каждую группу жуков. По вспышке лазурного света они трансформировались в лазурную световую сферу, захватив каждую группу жуков. Хань Ли тревожно приказал жукам начать поедать стены барьера, но его выражение на лице тут же стало мрачным.
Барьер был исключительно прочным, и золотые прожорливые жуки не могли быстро сломать его. Поскольку все 3 лазурных световых барьера были сделаны из чистой духовной ци из древесного элемента, барьер мог надолго задержать золотых прожорливых жуков. Хань Ли почувствовал, что будет довольно проблематично сражаться с объединенными силами небесных тигров и способностями лазурного двойника, и что битва может затянуться. Неужели 4-й божественный мудрец заранее подготовился на битву с ним? Когда Хань Ли подумал об этом, он почувствовал страх. Его догадки были недалеки от правды. Когда высший эшелон Мауланьи обсуждал этот вопрос, он поручил убить Хань Ли именно Тянь Чжуну. В результате божественный мудрец Чжун и другие подарили ему небесных тигров вместе с несколькими другими сокровищами, способными сдерживать Хань Ли. Когда битва началась, Маулани не ожидали, что Хань Ли будет участвовать в поединках, поэтому божественный мудрец Тянь Чжун отложил это дело на потом. Но когда появился Хань Ли, истребив группу воинов-заклинателей и тело мудреца, Тянь Чжун сразу заметил Хань Ли. У Хань Ли не было другого выбора, кроме как сражаться, хотя он и не ожидал, что Лун Хань отправит свою жену ему на помощь, как только заметит, что Хань Ли вырвался на свободу. Если бы Хань Ли действительно смог спасти пойманных в ловушку культиваторов, небесный южный регион бы получил преимущество. Видя, что золотым прожорливым жукам не удавалось сбежать, лицо Хань Ли стало мрачным. Прежде чем он смог сделать что-либо, небесные тигры осмелели при виде того, что жуки были заблокированы. Тигры тут же исчезли в нескольких вспышках лазурного света. Хань Ли холодно улыбнулся в ответ и взмахнул рукавом, активировав перед собой синий щит. В тот же момент он указал на рой мечей перед собой. Мечи тут же начали вращаться вокруг него, образуя непроницаемый барьер. Вскоре рядом с Хань Ли вспыхнул лазурный свет, обнажив 2 небесных тигров. Они раскрыли пасти, выплюнув по ослепительной световой сфере. При виде атаки тигров Хань Ли изменился в лице и разделил мечи на 2 части, чтобы встретить приближающиеся световые сферы. В тот момент, когда мечи и сферы столкнулись, прозвучали 2 приглушенных взрыва. После этого мечи мгновенно метнулись к духовным животным. Когда небесные тигры увидели это, они тут же телепортировались подальше. В ярости Хань Ли хотел было скомандовать своим мечам собраться, но их атаковал лазурный двойник. Пока Хань Ли сражался с двойником, Лун Хань и морщинистый старик отдали приказ своим армиям начать смертоносные атаки. Из-за Лун Ханя со спокойной улыбкой вылетели 7 седовласых культиваторов зарождающейся души, у каждого из которых было древнее сокровище. Со стороны воинов-заклинателей вылетел отряд воинов на той же стадии во главе с женщиной по имени Ле. Под сигналом морщинистого старика она осторожно вытащила бронзовую лампу из своей сумки и взяла в руку. Глава 775. 7 культиваторов секты Великой Правды против священной птицы. Женщина по имени Ле направила древнюю лампу в небо и выплюнула изо рта нить белого зарождающегося пламени, освещая древнюю лампу. Сделав обеими руками жест в форме лотоса, она пробормотала загадочное заклинание, вызвав лотос перед собой, который постепенно стал распускаться. Она так грациозно проделала все это, что выглядело неземным существом. Ее заклинание было наполнено древней аурой, в результате чего бронзовая лампа задрожала и выпустила из себя 8 миражей, каждый из которых был ее точной копией. Миражи стали вращаться вокруг своей оси и разделились на 3 разных круга, которые медленно закружились вокруг друг друга. Женщина по имени Ле щелкнула пальцем и поразила каждую из древних ламп различными заклинаниями. Каждая из 9 ламп вспыхнула ярким лазурным светом, испуская из лампы лазурное пламя размером с голову. Затем женщина выплюнула в лазурное пламя кровавый туман. Пламя тут же поглотило его, разгораясь все ярче и значительно увеличив свою энергию. Вскоре из пламени послышался клёкот птицы, и в следующее мгновение из пламени вылетела лазурная птица длиной в фут. Это был изящный павлин с длинными лазурными перьями и парой драгоценных огненно-красных глаз. Он высокомерно огляделся и наклонил шею при виде женщины по имени Ле, заговорив с ней на древнем языке. Поприветствовав птицу 3 раза, она ответила на ему передачей голоса. Морщинистый старик наблюдал за происходящим с серьезным выражением на лице. Женщина по имени Ле закончила разговор на древнем языке и взмахнула рукой, вытащив розовую ароматную жемчужину. Лазурный павлин при виде этого радостно запорхал крыльями и тут же проглотил жемчужину. Внезапно вокруг него закружился ореол светящегося лазурного пламени. В следующее мгновение его пронзительный крик пронесся по воздуху, и он превратился в огромную пламенную птицу пламени, и, расправив свои крылья, он поглотил 5 километров небесной духовной ци огненного элемента. Культиваторы и воины-заклинатели, использовавшие технику огненных элементов, внезапно почувствовали, что их сила ослабла, в результате чего все они встревожились.
Огненная духовная ци в воздухе начал скапливаться вокруг тела лазурной птицы, как реки впадали в океан. Птица стала увеличиваться в размерах, в результате чего лазурное пламя на его теле становилось все ярче. Все культиваторы в 5 километрах остановились и в ужасе уставились на лазурную огненную птицу. Температура воздуха вокруг мгновенно повысились. Даже под защитой магических инструментов они чувствовали себя так, словно находились возле печи. Воины-заклинатели при виде этого несказанно обрадовались. Это священная птица. Мудрец Ле призвала ее. Эта битва будет за нами. Закричали несколько воинов-заклинателей. После этого они стали со всей силой атаковать культиваторов. Морщинистый старик слегка улыбнулся, увидев мощь священной птицы. На лице женщины в черной мантии из секты рассеивающейся инь при виде лазурного павлина появилось странное выражение, а затем она сказала: «Только священная птица на стадии божественной трансформации способна контролировать огненных духов неба и земли. Неудивительно, что это ваше самое ценное оружие. Тем не менее, ваша священная птица может быть могущественной, но при появлении она всего лишь оказалась на ранней стадии зарождающейся души. Впитав в себя всю огненную духовную ци, она едва достигла поздней стадии зарождающейся души. Возможно, это всего лишь копия. Иначе маулани не лишились бы такого количества земли в войне против парящих племен. Взглянув на женщину в черном, морщинистый старик спокойно ответил: «Леди Лу, вы необычный человек, как я погляжу. Истинного тела священной птицы нет, но это не имеет большого значения. Даже культиваторы поздней стадии зарождающейся души не смогут сравниться с этой птицей». Женщина в черном кивнула. Вот так. Способность впитывать в себя столько мирской духовной силы — это то, что могут делать только существа божественного трансформации. Но только одна эта способность уже ставит ее в непобедимую позицию. Морщинистый старик усмехнулся, но ничего не ответил. 7 стариков в белом, которые использовали свои различные древние сокровища, сражаясь с воинами-заклинателями, также заметили огромную птицу в лазурном солнце и были ошеломлены. Лидер группы, старик в сером, проговорил с мрачным выражением лица, сказал: «Нехорошо. Этот демонический зверь не ровня обычным культиваторам. Мы должны заблокировать его». Другой старик ответил живым тоном: «Тогда чего мы его ждем? Давайте используем 7 сокровищ секты Великой Правды и убьем ее. Эта демоническая птица не принадлежит к нашему миру. Мы не можем позволить ей использовать какие-либо заклинания». Вскоре после этого он превратился в полосу желтого света, полетевшую прямо в лазурному солнцу. Остальные при виде этого последовали его примеру. Когда другие увидели его, они сразу последовали его примеру. Их лидер, старик в сером, ненадолго остановился в нерешительности, но все же последовал за ними, глубоко вздохнув. Когда 7 культиваторов приблизились к лазурному солнцу, священная птица маулани уже поглотила всю огненную духовную ци поблизости, и ее тело выросло до 80 метров в высоту. Она взглянула на нескольких культиваторов с невероятной кровожадностью. Со злобным блеском в глазах она распахнула свои крылья и выпустила 7 лазурных огненных сфер размером с кулак. Прежде чем 7 стариков смогли начать атаку, они почувствовали волну теплого ветра. Их тела сразу же стали сухими, но они чувствовали, что их сердца задрожали от страха. Находясь в опасности под атакой огненных лазурных сфер, старик с длинными бровями хлопнул по сумке для хранения и швырнул крошечные ледяные сети в сторону вражеской техники. По вспышке белого света все огненные сферы были захвачены сетями. При виде этого старик с длинными бровями улыбнулся, но его лицо вскоре побледнело. Ледяная сеть разорвалась всего через мгновение, полностью растворившись в лазурном пламени, которое она удерживала. В это время огненные сферы превратились в огненный столб и выстрелили в людей с новой силой. Вперед! Лидер быстро выпустил свои собственное магическое сокровище, древнее молочно-белое зеркало. Зеркало сделало круг вокруг него, а затем выпустило белый световой барьер, заблокировавший лазурное пламя. Но когда другие увидели, как ледяная сеть растворилась, они почувствовали, что их дыхание заледенело. Они знали, что обычные магические инструменты бесполезны против лазурного пламени. Быстро используйте формацию изоляции дьявола. Запечатайте эту демоническую птицу, закричал лидер. Другие культиваторы, услышав его, поспешно активировали свои древние магические сокровища. Красная булава, желтая алебарда, медальон, маленький котел, нефритовый веер и скипетр взлетели в небо, окружив огромную птицу. Затем древнее зеркало вздрогнуло несколько раз, издавая громкий звон, и активировало радужный барьер, который не только мог сдержать лазурное пламя, но и выловил огромную птицу. Глаза лазурной птицы при виде этого наполнились яростью. Он клюнуло вниз, и его клюв был окружен плотным слоем лазурного сияния.
Мгновение спустя высокий старик внезапно почувствовал, как задрожал его медальон. Внезапно он получил ответный удар, направленный прямо на него. В своей тревоге он поспешно ударил по медальону несколькими заклинаниями, пытаясь остановить импульс, но медальон остановился только на мгновение, прежде чем продолжил безжалостно приближаться к старику. Внезапно позади старика появился силуэт, который положил руки ему на плечи, вливая в его тело огромное количество духовной ци. «Быстро активируй технику, я одолжу тебе силы», — холодным голосом проговорил лидер. На одном дыхании высокий старик наложил 5 заклинаний и остановил медальон. Оба невольно вздохнули с облегчением, восстановив контроль над ним. Когда это произошло, страх наполнил сердце других стариков. Они стали бдительнее и поспешно приложили все силы в свои древние сокровища. Разноцветный свет переплелся между собой и заблокировал удар огромного птичьего клюва. Неподалеку воин-заклинатель взглянул на это и перевел взгляд на древнюю лампу. Немного поколебавшись, лампа осталась неподвижной. Пока масло лампы не сгорело полностью, ей нужно было охранять ее, и она не могла уничтожить культиваторов, нападающих на священную птицу. Оставить лампу она совершенно не могла. Морщинистый старик удивился при виде того, как старые культиваторы связали священную птицу, но, похоже, он не придал этому большого внимания. Он не беспокоился о божественной птице, которой они поклонялись десятки тысяч лет. Птица явно обладала большим преимуществом. Независимо от того, насколько могущественными были эти 7 магических сокровищ, они не могли сравниться с мощью священной птицы. Она определенно сможет уничтожить 7 культиваторов до того, как масло лампы сгорит. Эти 7, очевидно, были главными убийцами небесного южного региона. Подумав об этом, морщинистый старик взглянул на Лунханя, который стоял перед армией из более чем 1000 культиваторов с угрюмым выражением лица. Я не ожидал, что маулане могут призвать такую могущественную демоническую птицу. Это довольно проблематично, с угрюмым выражением пробормотал Лунхань, а затем отдал приказ холодным тоном: «Быстрее, освободите духовных призраков. Воспользуйтесь моментом, который подарили нам 7 культиваторов секты Великой Правды, и используйте его для достижения максимального эффекта». Вскоре после того, как он отдал приказ, несколько десятков птиц, сияющих черным светом, вылетели из армии культиваторов. Несколько культиваторов вынули свои духовные талисманы из сумок для хранения и похлопали ими по статуе. По вспышке зеленого света духовный талисман слился со статуей, а культиваторы сели рядом с ней, замерев. Через мгновение глаза призрачных черных птиц загорелись ледяным синим светом, а сами птицы выпустили свои когти настолько сильно, насколько могли, и тут же направились вниз к воинам-заклинателям. Культиваторы, которые сидели неподвижно у статуи, стали словно засыпать. Когда морщинистый старик увидел это, на его лице появилась насмешка. Он повернулся к женщине в черном и вежливо сказал: «Пришло время, чтобы вы нанесло им смертельный удар. Леди Лу, вы освободите ваши трупы в бронзовых доспехах. Теперь мы можем одержать победу». На лице морщинистого старика появилось удовлетворение. Глаза женщины в черном на мгновение сверкнули, а затем она спокойно сказала: «Брат Чжу, не торопись. Давай подождем еще немного. Большинство трупов в бронзовых доспехах из моей секты всего лишь на стадии заложения основ. Нам нужно подождать, пока культиваторы небесного южного региона исчерпают свои силы, тогда трупы смогут их разгромить». Нахмурившись, старик немного поколебался, а затем кивнул. «Да. Так, хорошо. Если вы не передумаете, мы можем подождать еще немного». Он чувствовал, что в ее словах есть скрытая причина.